Еще раз всем добрый день. Начнем наше третье занятие. Начнем с лекции. Тема нашего сегодняшнего занятия — свободное падение. До этого мы изучали ускорение при равномерном, при равноускоренном движении. Сейчас мы переходим к свободному падению тела. Разберем исторические вопросы возникновения теории о свободном падении тела, какие были допущены ошибки при создании теории. Также сами рассчитаем ускорение свободного падения на разных широтах Земли и в разных точках Земли. И также решим несколько задач на свободное падение, а на второй нашей паре, на практическом занятии, мы уже будем с вами вместе решать уже именно задачи на свободное падение вместе с вами. На этой лекции я разберу один из примеров задач, а на следующей мы будем уже с вами решать задачи и на определение свободного падения, и на падение тела с определенной высоты, и наоборот, на подбрасывание тела с земли на определенную высоту и так далее. Но первое, чего я хотел бы коснуться, это исторических сведений об открытии свободного падения, о методах его измерения, какой вклад в теорию свободного падения внесли различные ученые. И вот на данном слайде мы видим, что еще тысячи лет назад люди замечали, что большая часть предметов, она падает все быстрее и быстрее с какой-то высоты, а некоторые, допустим, предметы падают равномерно. Но и как именно падают эти предметы, этот вопрос и необходимо было решить еще первобытным людям. Их он очень занимал. Тем не менее, нашлись люди, которые по мере возможности начали исследовать это явление с различных его сторон. Сначала они проделывали опыты с двумя предметами, например, они брали два камня и давали возможность им свободно падать, выпустив их из рук одновременно. Затем они снова брали два камня, но уже, допустим, они кидали эти два камня в стороны по горизонтали. Мы тоже с вами рассмотрим в дальнейшем и падение тела и по вертикали, и по горизонтали, и под углом к горизонту. Потом бросали один камень они в сторону, и в тот же момент выпускали из рук второй, но так, чтобы он просто падал по вертикали. И люди, еще первобытные люди, еще тысячи лет назад, они извлекли из таких опытов очень много сведений о нашей природе. Из опытов с падающими телами люди установили, что маленькие и большие камни, которые они выпускали из рук одновременно, они падают с одинаковой скоростью, оказывается. То же самое можно сказать и о кусках свинца, и о золоте, и железе, и стекле, и так далее, о самых различных предметах. И из подобных опытов выводилось простое общее правило. Это свободное падение всех тел происходит одинаково, независимо от размера и материала, из которого тела сделаны. Между наблюдением за причиной, связью явлений и тщательно выполненными экспериментами также, вероятно, очень долго существовал разрыв. И вот мы переходим к следующему слайду и видим, что 2000 лет назад некоторые древние ученые уже, по-видимому, приводили вполне разумные опыты с падающими телами. Вот, например, великий греческий философ и ученый Аристотель
По-видимому, он придерживался распространенного представления о том, что тяжелые тела падают быстрее, чем легкие, и Аристотель и его последователи стремились объяснить, почему происходят те или иные явления, но они не всегда заботились о том, чтобы пронаблюдать, что происходит и как происходит. Он говорил, что тела стремятся найти свое естественное место на поверхности Земли. И также он утверждал, что ускорение свободного падения различных тел зависит от их массы, и чем тяжелее тело, тем оно будет падать быстрее. И вот на одном из эксперименте, давайте мы его посмотрим, мы видим, что, допустим, мы взяли какое-то ядро, которое сделано из металла, и опустили его из руки. Также взяли, допустим, перышко, легкое перышко, и также его опустили из руки. Видно, что ядро и перышко, они падают с разной скоростью. Вот мы видим, что ядро и перышко упали на Землю с одинаковой высоты за разное время, что ядро падает намного быстрее, чем перышко. Вот на таких наблюдениях и строилась вся теория Аристотеля. Он брал вот такие тоже предметы, различные формы, различные массы и видел, что они все, допустим, падают с разной скоростью. И не вдаваясь в подробности, несколько тысяч лет и была такая теория, что все-таки разные тела, они падают с разной скоростью. Но мы знаем уже сейчас, и другие ученые, к которым мы сейчас перейдем, они рассматривали падение различных тел, что в условиях идеального падения падающих с одинаковой высоты тела достигают они поверхности Земли, обладая одинаковыми скоростями и затрачивая на падение одинаковое время. Вот на картинке виден слон, допустим, какой-то легкий камушек. И видно, что в идеальных условиях, то есть идеальные условия мы подразумеваем в вакууме, где нет сопротивления воздуха, где нет сопротивления среды, все тела будут падать с одинаковой скоростью. И первым, кто, вот мы тоже видим, что здесь Аристотель, что его умозрительные рассуждения, отдельные наблюдения Аристотеля привели его к неверным мыслям, что при падении тяжелые тела движутся со скоростью пропорциональной их весу, он утверждал. При падении тяжелые тела движутся со скоростью пропорциональной их весу. Сейчас мы посмотрим, как другие ученые и к чему все-таки пропорциональна скорость падения тел на самом деле. Мы сейчас к этому дойдем. Еще раз сравним, запомним, что нам говорил Аристотель, и сравним его с идеальной теорией, что тело быстрее падает, у которого масса больше, он говорил, чтобы воссоединиться с Землей. Мы попробуем сейчас опровергнуть его теорию Аристотеля и посмотреть, как на самом деле движутся тела на Земле. В XIV столетии группа философов из Парижа, она восстала против теории Аристотеля и предложила значительно более разумную схему, которая передавалась из поколения в поколение, и распространилась она из Парижа, дошла до Италии, из Франции до Италии, оказав 2 столетиями позднее, через 2 столетия, влияние на известного всем ученого Галилея. Парижские они философы говорили об ускоренном движении, даже о постоянном ускорении, объясняя эти понятия архаичным языком. Но великий итальянский ученый Галилео Галилей, он обобщил имеющиеся сведения и представления, и критически их он проанализировал, а затем описывал и начал распространять то, что он считал верным. Галилей, он понимал точно, что последователей Аристотеля сбивало с толку сопротивление воздуха, о котором мы говорим. Мы видели на прошлом слайде, что в идеальных условиях, то есть, да, еще раз, без сопротивления воздуха, и слон, и легкий камень, они упадут на
Землю одновременно за равный отрезок времени. И также и Галилей, он указал, что плотные предметы, для которых сопротивление воздуха несущественно, падают почти с одинаковой скоростью. Галилей, он жил с 1564 года по 1642 год, он прожил долгую жизнь, он был выдающимся итальянским физиком и астрономом. Он также и открыл закон инерции, закон свободного падения, он изучил колебания маятника, движение тела, брошенного под углом к горизонту, которому мы также будем рассматривать движение тела, брошенного под углом к горизонту на следующем, на 4-м нашем занятии. И немного я расскажу о биографии самого Галилея. Галилей родился в городе Пизе в 1564 году. Отец его был талантливым музыкантом и хорошим воспитателем. До 11 лет Галилей посещал школу. Далее, по обычаю того времени, воспитание и образование его протекало в монастыре. Здесь он познакомился с работами латинских и греческих писателей. Под предлогом тяжелой глазной болезни отцу удалось вызволить Галилея из стен монастыря и дать ему хорошее домашнее образование, ввести в общество музыкантов, писателей и художников. 17-летний Галилей поступил в Пизанский университет, где изучал медицину. Здесь он впервые познакомился с физикой Древней Греции, в первую очередь с сочинениями Аристотеля, Евклида и Архимеда. Под влиянием работ Архимеда Галилей увлекается и геометрией, и механикой, и останавливается на медицине. Он покидает Пизанский университет и в течение 4 лет изучает математику во Флоренции. Здесь появились его первые научные работы, и в 1589 году Галилей получает кафедру математики сначала в Пизе, потом в Падуе. В падуанский период жизни Галилея, это он длился с 92 года по 1610 год, был наивысший рассвет деятельности ученого. В это время были сформулированы законы свободного падения тел, принцип относительности, открыта изохронность колебаний маятника, созданы телескопы, сделан ряд сенсационных астрономических открытий. Это и рельеф Луны, спутники Юпитера, структура Млечного Пути, фаза Венеры, солнечные пятна. В 1611 году Галилей был приглашен в Рим. Да, он был приглашен в Рим. Здесь он начал особенно активную борьбу против церковного мировоззрения за утверждение нового экспериментального метода изучения природы. Галилей пропагандирует систему Коперника, чем восстает он против себя церковь. И в 1016 году специальная специальный конгресс иезуитов объявил учение Коперника еретическими и включил его книгу в список запрещенных. Галилею в это время пришлось маскировать и скрывать свои идеи. В 1632 году он публикует замечательную книгу «Диалог о двух системах мира», в которой развивает математические идеи в форме дискуссий между 3 собеседниками. Однако диалог был запрещен церковью, а автор привлечен к суду и в течение 9 лет считался узником инквизиции. И в 1638 году Галилею удалось издать в Голландии книгу «Беседы и математические доказательства», касающиеся 2 новых отраслей науки, в которой подводился итог его многолетней плодотворной деятельности. И в 1637 он ослеп, но он продолжал интенсивную научную работу вместе со своими учениками Вивиани и Торричелли. Умер Галилей в 1642 году и погребен во Флоренции в церкви Санта-Кроче рядом с Микеланджело.
Как Галилей рассуждал о свободном падении? Он предположил, что произошло бы в случае свободного падения тел в вакууме, и Галилей вывел следующие законы падения тел для идеального случая. Все тела при падении движутся одинаково. Начав падать одновременно, они движутся с одинаковой скоростью. Движение происходит с постоянным ускорением. И темп увеличения скорости тела не меняется. То есть за каждую последующую секунду скорость тела возрастает на одну и ту же величину. Существует легенда, будто Галилей проделал большой демонстрационный опыт, бросая легкие и тяжелые предметы с вершины Пизанской башни. Одни говорят, что он бросал стальные деревянные шары, а другие утверждают, будто это были железные шары весом полкилограмма и 50 килограмм. Описаний такого публичного опыта нет, и Галилей, несомненно, не стал таким способом бы демонстрировать такое правило, существует такая версия. Но Галилей знал, что деревянный шар намного отстал бы при падении от железного, но считал, что для демонстрации различной скорости падения двух неодинаковых железных шаров потребовалась бы более высокая башня. Итак, мелкие камни слегка отстают в падении от крупных, и разница становится тем более заметной, чем больше расстояние пролетают камни. Дело тут не просто в размере тел. Деревянный или стальной шары одинакового размера, они падают не строго одинаково. Галилей знал, что простому описанию падения тел мешает сопротивление воздуха, но он мог лишь уменьшать его и не мог устранить его полностью. Поэтому ему пришлось вести доказательства, переходя от реальных наблюдений к постоянному уменьшающимся сопротивлением воздуха, к идеальному случаю, когда сопротивление воздуха отсутствует. И позже, оглядываясь назад, он смог объяснить различия в реальных экспериментах, приписав им сопротивлению воздуха. И вот Галилей провел серию опытов, самым известным из которых, как мы сказали, было наблюдение падения шаров с Пизанской башни. Некоторые говорят, что он сбрасывал чугунные и деревянные шары одинакового диаметра, и не упали на землю почти одновременно. И вот для проверки гипотезы Галилея мы вот посмотрим видео, как это было. Вот Пизанская башня мы видим. Вот он сбрасывал два шара. И как мы видим, ну это как бы мы представляем себе идеальные условия, то есть без сопротивления воздуха. И они падают одновременно. Посмотрим еще раз. Видим, что мы имеем два одинаковых шара. Шара. И вот они падают одновременно. И получается в дальнейшем, вскоре после Галилея были созданы воздушные насосы, которые позволили произвести эксперименты со свободным падением в вакууме. С этой целью другой известный ученый Ньютон выкачал воздух из длинной стеклянной трубки и бросил сверху одновременно птичье перо и золотую монету. Даже столь сильно различающиеся по своей плотности тела, они падали с одинаковой скоростью. То есть вы представляете себе перо, которое вообще, можно сказать, невесомо, и золотая монета, которая имеет определенный там вес, около там 50 грамм. И вот они, оказывается, упали одновременно в вакууме. Именно вот этот опыт и дал решающую проверку предположения Галилея. Опыты и рассуждения Галилея привели к простому правилу, точно справедливому в случае свободного падения тела в вакууме. Это правило в случае свободного падения тела в воздухе выполняется с ограниченной точностью. Поэтому верить в него как в идеальный случай нельзя. Для полного изучения свободного падения тела необходимо знать, какие при падении происходят изменения температуры, давления и другое.
то есть исследовать и другие стороны этого явления. Но в свое время у Галилея не было возможности создать вакуум, и он все свои законы выводил за счет наблюдений, за счет анализа. Но все-таки даже он без нужного оборудования смог установить, что признаком равноускоренного движения при свободном падении является то, что отношение расстояний, пройденные телом за одинаковые промежутки времени при нулевой начальной скорости равны как отношение нечетных чисел. То есть вы видите на слайде, это S1, допустим, там 1 метр, S2 за вторую секунду, это 1 секунда, это 2 секунда, 3 секунда. За вторую секунду уже прошло 2 метра, допустим, S3 за третью секунду 3 метра. Таким образом, можно предположить, что свободное падение есть равноускоренное движение, так как для равноускоренного движения перемещение рассчитывается по формуле. То если взять 3 некоторых точки 1, 2, 3, через которые проходило тело при падении, и записать ускорение при свободном падении для всех тел одинаково, получится, что отношение перемещений при равноускоренном движении равно S1 равен квадрату времени, за которое данный отрезок пройден. И вот мы видим на рисунке, как это все вычисляется. То есть за первый промежуток времени была пройдена, там, допустим, 0,2 сантиметра. За второй промежуток времени 0,8 минус 0,2, 0,6. За третий промежуток времени было пройдено 1,8 минус 0,8 единица. И за последующий промежуток времени было пройдено расстояние 1,4. То есть вы видите соотношение 1 к 2 к 3. Вот еще раз. Это показано на слайде. Если движение равноускоренное, то модули векторов перемещений, совершаемые телом за последовательно равные промежутки времени, относятся как ряд последовательных нечетных чисел. Вот мы видим, что H1 это все, H1 пройдено за 1 секунду, H2 за 1 секунду, H3 за 1 секунду, H4 за 1 секунду. И мы видим, что отношение расстояний это отношение нечетных чисел. Вот я предлагаю вам уже поставить эксперимент и доказать, что реально даже вот на нашем случае при неидеальных условиях, то есть при сопротивлении воздуха, в любом случае и при наклонной плоскости тело будет проходить за равные промежутки времени соотношение расстояний равным соотношением нечетным числам при начальной скорости равной нулю. С наклонной плоскости тележка скатывается равноускоренно. При равноускоренном движении за одинаковые промежутки времени тело проходит различные, все возрастающие расстояния. Посмотрим, как это выглядит. Метроном здесь показывает именно время, чтобы мы видели, что за равные промежутки времени. Мы увидели, да, что соотношение как нечетные числа. С наклонной плоскости тележка скатывается равноускоренно. При равноускоренном движении за одинаковые промежутки времени тело проходит различные, все возрастающие расстояния. Посмотрим, как это выглядит. 1, 2,
3. Ну и что ж, конечно, мы перешли уже к определению свободного падения. Наука, которая связывает теорию и эксперимент, фактически началась с работ Галилея, как мы это уже определили. Эти слова принадлежат другому известному ученому Эйнштейну и Энфильду. И наиболее распространенный вид равноускоренного движения на Земле – это свободное падение тел. Такое движение изучал итальянский ученый Галилей, который установил, что в данном месте Земля сообщает всем тела одинаковое ускорение. Это ускорение называют ускорением свободного падения. Его модуль обозначает буквой G. Ее обозначает буква G, читается по-французски «Ж». Происходит это обозначение от первой буквы слова «гравио». Обратите внимание, что ускорение свободного падения приблизительно равно у нас 9,81 метра на секунду в квадрате. Иногда это значение берут равным примерно 9,8. И при решении задач мы часто будем использовать 9,8. В некоторых учебниках данное значение берут равное 10. Но мы чаще всего будем использовать значение как 9,8 метра на секунду в квадрате. Впервые эту величину ускорения свободного падения определил итальянский ученый Галилео Галилей. И теперь мы перейдем к вопросу, как он именно ее определил в то время, когда не было точных часов и приборов, чем он руководствовался, чтобы понять ход его рассуждений и понять, как был поставлен эксперимент и как он добился результата. Галилео Галилей, он запускал по наклонной плоскости мушкетную пулю и определял ускорение, с которым эта пуля движется. Когда угол наклона увеличился, то возрастало и ускорение. Мы видим на опыте, что вот он скатывается с наклонной плоскости, и все время угол увеличивается. Здесь один угол альфа, допустим 1. Здесь уже при втором угле. При третьем угле. Второй. При третьем угле. Галилео пускал шары из дерева и слоновой кости по наклонной плоскости, наклонному желобу. Ученый установил, что расстояние, проходимое шаром по желобу, пропорционально квадрату времени движения. Мы это уже с вами поняли, что расстояние, оно пропорционально квадрату времени движения. Он показал, что это справедливо для всех углов наклона желоба. Следовательно, и для угла 90 градусов, то есть для случая, когда тело падает строго вертикально. То есть всегда при любом угле данная зависимость сохраняется. То есть S у нас пропорциональное t квадрат. Сейчас вот включу еще одно видео, чтобы продемонстрировать вам его опыт. Вот он брал наклонный желоб. Мы видим, что за определенное время t оно проходит расстояние. Да. Пропорционально квадрату времени. И это для разных углов. Для 30 градусов, для 50 градусов и для и для 80 и дальше и для 90 градусов. Галилей пускал шары из дерева и слоновой кости. И вот он определил данное движение. И проведя огромное количество экспериментов, Галилей пришел к выводу, что есть предельное ускорение, с которым может двигаться тело. Ускорение будет максимальным, если наклонная плоскость будет располагаться вертикально. То есть угол наклона будет составлять 90 градусов. Вот при угле наклона 90 градусов. Мы видим, что 90 градусов. И это и есть как раз свободное падение тела. В результате таких опытов он вычислил величину такого предельного ускорения. Это 9,81 метра на секунду в квадрате, которому мы уже значение с вами заполнили.
запомнили. Как вообще рассуждал Галилей? Ведь он не мог создать ни вакуум, он не мог поставить точных экспериментов, у него даже не было точных часов. Галилей первым показал, что время падения тела на Землю не зависит от его массы, определяется лишь характеристиками самой Земли. Представим себе, что у нас есть тело массой m, тело массой m мы видим, да? Мы отпускаем его в поле силы тяжести Земли, и оно начинает свободно падать, проходя за время t расстояние s. Разделим это тело на две половинки, мы сейчас разделили первая и вторая половинка, да? Каждая массой по m, деленное на 2. Если время падения зависит от массы, то они должны падать медленнее. Но почему они падают медленнее, если когда они составляли одно целое, они проходили расстояние s за время t? Вот такие вопросы задавал себе Галилей. Может быть, одна половина мешает другой, но как? Ведь они одинаковой массы. В итоге мы приходим к противоречию. А это значит, что допущение о том, что скорость падения зависит от массы тела, несправедливо. Вот еще раз мы посмотрим на рассуждение Галилео. Была масса m, разделили на две массы, одинаковые данное тело. И вот из таких рассуждений он и выводил дальше. Также еще рассмотрим, допустим, три одинаковых кирпича, находящиеся на одной и той же высоте над землей. Сейчас на видео посмотрим. Рассмотрим три одинаковых кирпича, Вот мы видим находящихся три на одной и той одинаковых же высоте кирпича. над землей. Возьмем и одновременно отпустим эти кирпичи. Да, отпустим вот эти три Очевидно, кирпича что они одинаково, достигнут земли за одно и то же время. одновременно. Они А теперь достигнут мысленно земли за одно и соединим то два же время. Они кирпича достигли очень земли. легкой, почти невесомой нитью. Эта нить не будет оказывать никакого влияния на падение кирпичей. Да, Так что теперь все три вот мы кирпича мысленно опять соединили упадут на первый землю кирпич со одновременно. вторым и Но опустили два их снова. кирпича, соединенные нитью, представляют собой тело удвоенной массы. Получается, что в нашем мысленном опыте два тела, одно из которых в 2 раза тяжелее другого, падают на Землю с одной и той же высоты за одно и то же время. Вот мы еще раз, да, увидели еще еще один эксперимент Галилео. Рассмотрим три... Вот он взял три кирпича еще раз на одной и той же высоте над землей, и одновременно он их опустил, эти кирпичи, на землю, и они, очевидно, они достигли за одно и то же время землю. А теперь мысленно мы соединим два кирпича очень легкой. То есть все эксперименты Галилео были больше мыслительными, то есть он больше мыслил, анализировал. Вот мы взяли два кирпича, соединили их тонкой нитью невесомой, то есть мы массу вот этой нити не учитываем. Это никакого влияния эта нить не влияет на падение кирпичей, никак не влияет эта нить. Так что все три кирпича опять упадут на землю одновременно. Но два кирпича, соединенные нитью, представляют собой тело удвоенной массы. Мы видим, что вот они упадают. Вот эти два кирпича, это ведь тело удвоенной массы. Получается, что два тела, одной из которых 2 раза тяжелее другого, падают на Землю с одной и той же высоты, с одно и то же время. Ну и третий эксперимент, который рассмотрел Галилей, Галилео принадлежит еще одно рассуждение на эту тему. Мы имеем два куска пластилина, один массой 3 килограмма, а другой 2 килограмма. Каждый из них падает за какое-то время. И слепим из этих двух кусков мы слепим один пластилин, то есть 2 плюс 3 равно 5, и опустим его. Если время зависит от массы, к какому выводу мы придем? Что это уже тело упадет намного быстрее, чем это тело упадет намного быстрее, чем предыдущие два тела по раздельности. Вот так он анализировал и мыслил насчет свободного падения.
Но почему все-таки так долго люди не могли смириться с тем, что разные тела все-таки иногда падают за разное время? Все-таки это было понятно и на опыте, когда мы кидали разные шары там, одного диаметра, но из разных материалов. Но вот их все-таки, если даже и сейчас мы опустим, допустим, лист бумаги и свинцовую дробинку, оно же упадет у нас за разное время. И все-таки это нам мешает точно понять закон свободного падения тела. Но все дело здесь в том, что не учитывается сопротивление воздуха. Именно сопротивление воздуха регламентирует тот факт, что лист бумаги будет падать дольше, чем свинцовая дробинка. Таким образом, приходим к конкретному определению свободного падения. Свободным падением называют движение тела только под действием силы тяжести. Конечно, не всегда можно пренебречь сопротивлением воздуха, например, для парашютиста или вот для такого раскрытого листа бумаги, но мы обычно при рассмотрении свободного падения пренебрегаем сопротивлением воздуха при его расчете. Также вот мы предлагаем вам проделать такой эксперимент не только просто, чтобы определить и понять природу свободного падения, но и также понять время своей собственной реакции. Изучая свободное падение тела, мы можем определять не только характеристики Земли, которые сообщают телу ускорение свободного падения, но и индивидуальные характеристики своего организма. Например, за время собственной реакции. Для того, чтобы измерить время реакции, нам понадобится линейка, помощь ассистента и знание законов физики, которые мы с вами уже знаем, с которых мы вот сейчас и начнем. Закон, по которому определяется перемещение тела при свободном падении без начальной скорости, у нас равен h равно gt квадрат делить на 2. Мы все помним, да, равно ускоренное движение, где мы определяли v нулевое t плюс a t квадрат делить на 2. Так как v нулевое у нас равно нулю, мы данное слагаемое не учитываем. А это у нас ускорение, ускорение свободного падения мы обозначаем буквой G. И вот из этих рассуждений мы получаем данную формулу. Выведем из этой данной формулы время t. Вот как из него вывести время t? Да, для начала перенесем двойку. 2h получится 2. h равно gt квадрат. И отсюда 2h делить на g равно t квадрат. И отсюда корень из 2h делить на g равно t. Время, вот и мы вычислили эту формулу. Как же, зная время падения тела, можно определить время собственной реакции? Вот ассистент держит линейку за верхний конец. Располагаем свою руку четко напротив деления, при этом не касаясь линейки. И в произвольный момент времени ассистент отпустит ее, и мы попытаемся с учетом времени своей реакции ее поймать. Линейка была поймана на делении 15 сантиметров. Это именно та высота, которая пролетела свободно падающая линейка, прежде чем удалось ее поймать. Значит, именно эта высота определяет время собственной реакции. Для того, чтобы избежать случайных ошибок, необходимо повторить этот эксперимент несколько раз. Мы вот провели, допустим, на данном видео этот эксперимент 3 раза и определили время реакции. В среднем удавалось ловить линейку на высоте 17 сантиметров. Здесь мы забыли S. То есть мы, да, взяли высоты за 3 опыта наших, за 3 эксперимента и поделили на 3. То есть вычислили среднее арифметическое высоты деления, на котором была поймана линейка. И подставив формулу 0,17, да, умножив это число на 2 и поделив на g, мы вычислили время t,
которое равно у нас 18 сотых секунд. Всем понятно, как мы вычислили? То есть мы взяли, да? Да. Ну и как мы видим, время мы вычислили по формуле t равно 0,17 умножить на 2 делить на 9,8 метра на секунду в квадрате. Из этого выражения берем корень. Здесь получается 0,34 делить на 9,8. Возьмем корень, поделим и получим 0,18 секунд. То есть наша реакция составляет 18 секунд. Вот такой интересный опыт вы можете проделать и дома, чтобы также и определить время вашей реакции. Вот такое вам маленькое домашнее задание. И в справедливости утверждения Галилея убедимся также еще и на другом опыте. Мы уже об этом опыте с вами говорили, но убедимся еще раз. Поместим в длинную стеклянную трубку свинцовую дробинку, пробку и птичье перышко. Расположим трубку вертикально. Мы увидим, что все эти предметы упадут на дно в разное время. Вот. Мы видим, что все упали в разное время. Сначала упала у нас свинцовая дробинка, первая, потом пробка, вторая, и самой последней упала птичье перышко. Откачаем теперь из трубки воздух. Без воздуха. Вторая трубка у нас без воздуха. Без воздуха. И мы увидим, что без воздуха все эти три тела упадут одновременно. В вакууме все эти три тела падают одновременно. Следовательно, в вакууме все тела под действием притяжения Земли падают с одинаковым ускорением. Движение тела только под влиянием притяжения Земли называют свободным падением. Если тело летит вертикально вниз, как в нашем случае, то оно ускоряется. В этом случае вектор скорости направлен вертикально вниз. V. Если тело летит вверх, то оно замедляется у нас. В этом случае вектор скорости направлен у нас вверх. Вектор скорости. V2, а это у нас был V1. V1 это вниз, V2 вверх. И в этом случае вектор скорости направлен вверх, и он не совпадает с направлением ускорения. Направление ускорения у нас свободного падения же всегда вниз. Вектор ускорения при свободном падении всегда направлен вертикально вниз. Знак плюс в формуле пишется, когда тело летит вниз, ускоряется. Знак минус, когда тело летит вверх. То есть выражение S равно AT квадрат делить на 2. А для свободного падения у нас мы берем высоту h равно gt квадрат делить на 2. При g у нас больше, то есть со знаком плюс нуля, это у нас вниз. А когда мы записываем h равно минус gt на 2 делить на 2, это значит вверх. Понятно? Переходим к следующему слайду.
Ну вот еще раз мы демонстрируем, что все наш известный опыт еще из физики, из школьных учебников физики, что в вакууме камушек и перышко летят одинаково. Но мало кто понимает, почему же в вакууме тела разной массы приземляются одновременно. Вот как ни крути, будь они в вакууме или в воздухе, масса у них разная. Ответ прост. Сила, которая заставляет тела падать, сила тяжести, вызываемая гравитационным полем Земли, у этих тел разная. У камня она больше, так как у камня больше масса, у перышка она меньше. Но здесь нет зависимости. Чем больше сила, тем больше ускорение. Сравним, действуем с одинаковой силой на тяжелый шкаф и легкую тумбочку. Под действием этой силы тумбочка будет перемещаться быстрее. И для того, чтобы шкаф и тумбочка двигались одинаково, на шкаф необходимо воздействовать сильнее, чем на тумбочку. То же самое проделывает и Земля. Более тяжелые тела она притягивает с большей силой, чем легкие. Эти силы так распределяются между массами, что все они в результате падают в вакууме одновременно, независимо от массы. Вот мы еще раз видим, да, на первом это у нас с воздухом, и мы видим, как у нас упали в разное время наши предметы, и видим, как в вакууме все они падают с одинаковой скоростью. Всем ясно? Отлично. Вот еще раз демонстрируем, что опыт Галилея были повторены и в настоящее время с использованием вакуумного насоса. С воздухом пушинка сильно отстает от дробинки. Если откачать воздух, чтобы исключить сопротивление воздуха, то предметы будут падать синхронно. И вот еще раз мы это демонстрируем. Еще раз на опыте. Берем. Падают с разной скоростью, это с воздухом. И теперь, если вакуумный насос мы присоединим, то дробинка будут падать с одинаковой скоростью. Тоже, но это еще раз мы видим, повторяется опыт Галилео с шарами. Отдельно также рассмотрим вопрос о возникающем сопротивлении воздуха. Возьмем два одинаковых листа бумаги, один из них скомкаем и одновременно отпустим из рук. Скомканный лист упадет на землю раньше. Здесь разное время падения не связано с массой тела и силой тяжести, а обусловлено сопротивлением воздуха. Мы видим это на картинке. То есть опять у нас мы еще раз доказываем, что ускорение, с которыми время, за которое падает тело с одинаковой высоты, различается. То есть оно не связано с массой тела никак. Тело падает, вот виды, какие бывают свободного падения тела. Тело падает с некоторой высоты, без начальной скорости. Тело брошено вертикально вверх, и тело брошено горизонтально, тело брошено под углом к горизонту. Вот эти два вида движения мы разберем сегодня, на сегодняшнем занятии. Это тело падает с некоторой высоты без начальной скорости, и тело брошено вертикально вверх. Эти два мы разберем на следующем уже нашем занятии через неделю. Свободное падение. Примером прямолинейного равноускоренного движения является свободное падение. Свободное падение происходит в вакууме, без начальной скорости. Ускорение свободного падения обозначается буквой G. Галилео Галилей на опыте определил, что G равно 9,8 метра на секунду в квадрате. В воздухе падение можно считать свободным, если можно пренебречь сопротивлением воздуха. Свободное падение – это движение тела под воздействием только силы тяжести в вакууме. Это прямолинейное, равноускоренное движение без начальной скорости с ускорением свободного падения А равно G, при котором не учитывается сопротивление воздуха. Параметры движения. Мы знаем формулу для равноускоренного движения, из которой мы можем вывести, то есть подставим, так как v у нас равно нулю, данное слагаемое убирается. Мы помним, да, с вами всю эту форму v нулевое. T, еще раз повторяю вам, плюс а t квадрат делить на 2
v нулевое у нас равно нулю, а равно g, и получаем данную вот формулу. Также мы знаем, что ускорение а у нас равно v минус v нулевое делить на t. То есть ускорение это за изменение скорости за какой-то промежуток времени. И вот из этой формулы v нулевое у нас равно нулю, мы его не учитываем, а у нас равно g, и мы получаем, что v у нас отсюда равно at. Подставляем вместо а, g, получаем данную нашу вторую формулу. Это у нас первая формула, это вторая. И теперь мы можем подставить вместо v в данной, то есть формулу, да, мы можем подставить. И получим данное выражение. Мы вместо t, допустим, квадрата, можем подставить значение, да? Вот отсюда мы можем выразить t, которое у нас равно v делить на g. Теперь t квадрат у нас равен v квадрат делить на g квадрат. Подставим его в данную формулу, и оно равно g умножить на v квадрат делить на g квадрат на 2g у нас таким образом сокращается, v квадрат делить на 2g. Вот мы имеем другую формулу для нахождения высоты, с которой было брошено тело, опущено тело без начальной скорости. Из этого выражения мы можем выразить v квадрат равно h2g. И из этого выражения мы получим, что v равно у нас 2gh под корнем. t у нас равно v делить на g. Вот мы эту формулу тоже вывели. t у нас равно 2h делить на g. Тоже всем понятно, что как мы эту формулу вывели. Мы вот взяли отсюда, выразили, что у нас 2h равно gt квадрат. Значит, t квадрат у нас равно 2h делить на g. Возьмем корень и получим данную формулу. Вот эти три формулы, то есть h равно gt квадрат делить на 2, мы должны просто, как и в равноускоренном движении, мы ее должны знать. Эта формула, мы видим, что она выводится, так что запоминать ее не обязательно, в случае чего мы всегда ее сможем вывести. Ну, рассмотрим уравнение, которым подчиняется свободное падение тела. Скорость в любой момент времени. Путь, пройденный при свободном падении. И модуль скорости в конце падения. И время свободного падения. Все эти формулы мы с вами вывели. И из этих формул, вот мы видим камень, да, который падает с определенной высоты h с начальной скоростью v нулевое и с конечной v. Мы получим g равно 9,8 метра на секунду в квадрате. Путь, пройденный при свободном падении, мы видим, что да, с начальной этой скоростью и без начальной скорости, то есть здесь v не равно нулю, не равно нулю. Все эти формулы вы знаете из равноускоренного движения с прошлой и позапрошлой пары, так что просто мы а берем равным g, ведь а и g это ускорение, только g мы именно обозначаем ускорение свободного падения. Как же определяется ускорение свободного падения вообще? Одним из методов определения ускорения свободного падения является оборотный маятник. Оборотный маятник – это твердое тело, которое может качаться вокруг неподвижной горизонтальной оси,
точка О – это точка подвеса маятника у нас. Вот точка О у нас – это точка подвеса маятника. Из него также вот мы можем определить ускорение свободного падения. Другим способом определения свободного падения является машина Атвуда. Вот мы видим также грузы, блок, нити. Из данной формулы мы также можем определить ускорение свободного падения и доказать, что все-таки ускорение свободного падения будет равно 9,8. Также вот я прошу заметить вас, что мы также можем обозначать путь, пройденный телом, как x, то есть координата, конечная координата, если мы x 0 приравниваем к нулю, то есть движение начиналось с нулевой точки нашего системы, или S, или H. То есть, пожалуйста, не путайтесь в задачах, когда обозначают пройденный путь разными буквами. И мы видим, что зависимость нашего пройденного пути от времени пропорциональна квадрату. Это и доказывается у нас и на формуле, что h равно gt квадрат делить на 2. v квадрат равно 2gh. То есть мы вместо t, допустим, можем выразить t, подставить его и получим вот данное выражение. Это данное выражение у нас выводится. Мы его также можем вывести, данное выражение. Мы уже с вами его выводили. Я думаю, еще раз выводить его нам не нужно. Да? Отлично. То есть мы сначала отсюда выводим у нас t, у нас мы выводим, да, которое у нас равно корень из чего? 2h делить на g. Мы подставляем в данную формулу это выражение vx равно g умножить на 2h делить на g. v квадрат у нас равен g квадрат умножить на 2h делить на g. g у нас сокращается, и мы получаем, что v квадрат у нас равен 2h делить на g. Вывели. Это высота, с которой падает тело, да? Мы видим h, v нулевое, то есть тело без начальной скорости равно нулю. Также и уравнение графика свободного падения еще раз, да? g равно нулю. Также мы видим, что и скорость у нас может равняться какому-то значению. То есть на графике мы видим, что скорость начальная у нас равна v нулевое x. В этом случае данный график имеет вид. Вы сравниваете, что у нас уже скорость начальная имеет какое-то значение. В данном случае уже h у нас определяется с данным множителем для определения с данным множителем начальной скорости. И из этого выражения мы тоже можем вывести v квадрат, который равен вот данному выражению. Как оно выводится? То же самое. Мы просто вместо t подставляем t равно 2h делить на g. И вот мы подставим данное выражение сюда и получим вот данное выражение. Это у нас вот движение, как и свободное падение, равно ускоренное. Путь за первую секунду будет больше, чем при свободном падении. Он зависит от модуля начальной скорости. То есть это мы рассматриваем, что v нулевое у нас не равно нулю. Падение тела с некоторой высоты. Рассмотрим падение тела с некоторой высоты h без начальной скорости. Если координатную ось OY направить вверх, совместим начало координат с поверхностью Земли, получим основные характеристики этого движения. Мы видим, начальной скоростью с какого-то h падает тело. И вот мы видим, как изменяется наша скорость.
что скорость мы здесь берем со знаком минус, так как оно падает вниз. Скорость, вот мы из векторной величины перешли в скалярную величину, что v равно минус g умножить на t. Видите, в данном случае мы g берем как отрицательное значение, авторы берут. Координаты тела мы можем определить, y равен также по формуле gt квадрат делить на 2, где y нулевой, вот наше y нулевой, с высоты, с которой упал наш мячик. Тело падает с высоты h без начальной скорости, v нулевой, то есть равно у нас нулю, y нулевой также равно нулю, и YK равно у нас H. Видите? То есть данные слайды нам показывают, как различные авторы определяют Y и YH. Вы должны понимать, что буквы, которые будут у вас в разных задачах и вот в домашнем задании, они условны, и вы должны понимать то, как мы, что имеется под значение под этими буквами. И мы уже видим, что еще раз при v нулевое v равно gt, h равно gt квадрат делить на 2, s y или v квадрат делить на 2g. И sy у нас равен h делить на v, t делить на 2. Все мы это знаем, и мы уже это несколько раз выводили, так что останавливаться подробно на этом не будем. От чего все-таки зависит ускорение свободного падения? Ускорение свободного падения на Земле, он зависит, первое, от географической широты, формы Земли. Земля приплюснута у полюсов, мы все об этом знаем. Пород земной коры и высоты над Землей. Ускорение свободного падения зависит от плотности пород, залегающих в недрах Земли. В районах, где залегают породы, плотность которых больше средней плотности Земли, например, железная руда, ускорение свободного падения там больше. А там, где имеются залежи нефти, допустим, ускорение свободного падения меньше. Этим пользуются геологи при поиске полезных ископаемых. То есть видите, что различия в ускорениях свободного падения в разных точках нашей Земли применяется и в геологии, и в физике, и в астрономии, и в других смежных предметах, смежных науках. Вот мы видим, что на полюсе у нас ускорение свободного падения равняется 9,832 метров на секунду в квадрате. На экваторе ускорение свободного падения составляет 9,780 метра на секунду в квадрате, а на высоте 100 километров над поверхностью полюса, над поверхностью Земли в районе полюса составляет 9,53 метра на секунду в квадрате. Также мы можем определить и ускорение в разных городах. В Токио, вот, да, где-то там здесь, оно составляет 9,79 801 метров на секунду в квадрате. В Нью-Йорке 9,80 247 метра на секунду в квадрате. В Риме это значение отличается на сотые доли от принятого, от среднего значения ускорения свободного падения. И в Париже это тоже отличается на сотые доли ускорения свободного падения. Вот мы видим Курская, здесь магнитная аномалия, залежи железной руды. Вот здесь ускорение свободного падения больше, так как здесь у нас уже залежи железной руды. Ну что ж, разберем задачу. Задачу на свободное падение тела. Эта задача будет у нас как пример, как подтверждение нашей теории, которую мы сейчас рассказали. А на следующей паре мы уже с вами будем решать уже задачи совместно на определение, на расчеты
связаны с ускорением свободного падения. Тело, находящееся на высоте h1, вот у нас h1, которое равно 6 метров h1, над ямой глубиной 4 метра, вот у нас яма, да, мы видим 4 метра, бросает вертикально вверх с начальной скоростью 5 метров в секунду. Тело бросает с начальной скоростью 5 метров в секунду. Через какое время тело упадет на дно ямы? Решение. За начало отсчета координат примем начальное положение тела. Изобразим на рисунке вектор начальной скорости v нулевое и вектор ускорения g тела. Координатную ось OY направим вертикально вверх. Вот мы на рисунке это и сделали. Вертикальная ось OY вверх у нас смотрит. Так как мы подкидываем, бросаем тело вертикально вверх с начальной скоростью 5 метров в секунду, то вектор скорости у нас также будет направлен вверх. И он противоположен вектору ускорения свободного падения. Эти векторы противоположны у нас. Запишем теперь уравнение координаты y для движения тела с постоянным ускорением. Мы это уравнение знаем из равноускоренного движения. Это y координата конечная равно y нулевое плюс v нулевое t плюс at квадрат делить на 2. То есть относительно оси y мы видим, везде y написано. Так как y нулевое равен нулю, а v нулевой y равен v нулевое, а y равен минус g, то уравнение движения тела примет вид у нас. Y равен v нулевое t минус gt квадрат делить на 2. Вот наше уравнение, которое мы вывели для данного случая, для ускорения свободного падения. Мы видим, что y нулевой у нас 0, то есть координата начала движение с нуля. Когда тело упадет на дно ямы, его координата станет минус x минус h1 плюс h2. То есть мы видим, что h1 это, мы помним, у нас h1 это, которая на высоте h1, то есть на метр над высотой ямы, а h2 это глубина самой ямы. Это координата, это лишь координата. Координата дна ямы. Дно ямы. Следовательно, это наша конечная координата. Следовательно, мы подставляем вместо y сюда наше уравнение и получаем, что минус h1 плюс h2 равно v нулевое t минус gt квадрат делить на 2. Мы видим, что g мы приняли за отрицательную величину. То есть мы приняли, что так как g у нас не совпадает с осью y. Вы видите, да, что y у нас направлен вверх, g вниз. Поэтому мы g взяли с отрицательным знаком, с минусом. Или мы вот перенесли, да, мы видим, что мы преобразовали данное уравнение. gt квадрат минус 2v нулевое t минус 2 h1 плюс h2 равно нулю. Теперь решим это уравнение относительно t и получим. То есть мы из этого уравнения давайте преобразуем его в t. То есть вынесем отсюда t. И что мы получим? Все мы умеем решать такие уравнения, да? Это gt минус 2 там v нулевое, допустим, да? Или там, допустим, t gt квадрат равно 2 h1 плюс h2. Понятно?
это умножить. Всем понятно? Ну, мы перенесли просто 2h. gt минус 2v нулевое t равно 2h1 плюс h2. Теперь мы отсюда можем, допустим, мы можем данное уравнение решить, допустим, мы можем через дискриминант, как мы умеем. Мы знаем, что дискриминант, он равен у нас чему? b квадрат минус 4ac для уравнения ax квадрат плюс bx плюс c и равно 0. А у нас равно g, b у нас равно минус 2v нулевое, c у нас равно минус 2h1 плюс h2. Найдем дискриминант. Равно b квадрат минус 2v нулевое возведем в квадрат минус 4а умножить на c минус 2 умножить на h1 плюс h2. И получим, что 4v нулевое квадрат минус на минус на минус нас дает плюс 8 g h1 плюс h2. Вот наш дискриминант, из которого мы можем вынести четверку. v нулевое в квадрате плюс, извините, подсказывайте мне. Да. 2g h1 плюс h2. Запишем эту формулу, чтобы запомнить. D равно 4v нулевое в квадрате плюс 2g h плюс 1 плюс h2. Запомним это уравнение. Это мы. Это у нас равен дискриминант. Все мы умеем вычислять дискриминант. Все мы правильно сделали. На математике вы проходите дискриминант. Отлично. Теперь мы знаем, что у этого уравнения есть несколько корней. x1 у нас равно минус b плюс корень из дискриминанта делить на 2а. А x2 равно минус b минус корень из d, а x2 делить на 2а. Ну что ж, найдем x1. x1 у нас равен минус b, то есть минус 2v нулевое плюс корень из
4 v нулевое в квадрате плюс 2g h1 плюс h2. Да? И делить это все на 2g. И это у нас равно 2v нулевое плюс корень из 4 это у нас 2 умножить на v нулевое плюс 2g h1 плюс h2. И это все делить на 2g. 2 мы выносим за скобку, вы понимаете, да? 2 мы выносим за скобку. То есть будет вот такое выражение у нас. Вы поняли, да? И 2 и 2 мы сокращаем. И получаем мы вот данное выражение. v нулевое плюс v... здесь квадрат забыли. Да, забыли квадрат. Никто не подсказал. 2g h1 плюс h2 делить на g. Вот мы вывели первое уравнение. Теперь мы найдем x2. x2. Которое у нас равно минус b минус d. Это минус. Опять на минус дает плюс у нас, да? Минус на минус. Минус 2v нулевое. Минус дискриминант. Там 4, да? 4v нулевое в квадрате плюс 2g h1 плюс h2. Делить это все на 2g. Мы видим, что получится здесь у нас получится плюс и видим, что данное значение у нас будет меньше нуля. Числитель у нас будет меньше нуля. То есть это x2 у нас будет отрицательным значением. Значение будет у нас отрицательное. Меньше нуля. Вот мы и пишем, что второй корень уравнения имеет отрицательное значение, что при заданных условиях не имеет физического смысла. Вот мы определили t. Теперь в это t, зная значение v нулевого, нам оно известно, да, что v нулевое у нас равен 5 метров в секунду, зная, что h1 у нас 6 метров, а h2 4 метра, подставив данные значения, мы получим время. Я думаю, это проделывать не надо. Или нужно с вами проделать. Что, зная время 5, то есть v нулевое у нас равен 5 метров на секунду. h1 у нас равен 6 метров. И h2 равен 4 метра. И t будет равно 5 плюс корень из 25 плюс 2 умножить. Возьмем, что g у нас примерно равно 10. 10 и 6 плюс 4. Это все у нас делить на 10. 5 плюс 2 умножить на 10, 20. И умножить еще
на 10, 25. Плюс у нас 20 умножить на 10 у нас будет 200. Делить на 10 это равно 5 плюс 225 делить на 10. Это будет равно чему? 5 плюс 15 делить на 10. Это равно у нас 2 секундам. Вот мы и получили наш ответ. 2 секунды. Прошу обратить внимание, что здесь мы взяли, да, что g у нас примерно равно 10 метров на секунду в квадрате. Просто чтобы облегчить себе жизнь. Просто чтобы быстрее посчитать. А обычно мы принимаем за 9,8. Ну, эту лекцию, эту пару, первую нашу пару мы сейчас закончим. Я вам напоминаю, что все свои вопросы вы можете мне писать в WhatsApp, что у нас действует Google таблица, где вы можете посмотреть выполненные вами домашние задания, где содержатся все материалы. Также запись этой лекции и также и следующие лекции и практического занятия будут на YouTube-канале у нас. Вы это все помните, пожалуйста, пользуйтесь. Все вопросы без стеснения задавайте мне в WhatsApp. И сейчас мы немножко прервемся и перейдем к практическому занятию. Но в начале следующего занятия мы немного еще разберем и движение подброшенного тела вертикально вверх. Мы вот коснемся данного вопроса еще. То есть падение тела с некоторой высоты мы разберем еще вопрос. То есть уже это будет у нас равнозамедленное движение. И потом перейдем уже с вами к решению уже задач. Всем все ясно? Все, сейчас я объявляю перерыв 15 минут. Пожалуйста, через 15 минут все вовремя подключайтесь. Всем спасибо, хорошего перерыва.